Вот так выглядит центральный вход, который в лучших советских традициях всегда закрыт. Открывают его исключительно для коронованных особ, когда хозяин коллекции, а в данном случае как бы основным хозяином коллекции является Дон Филиппе, потому что именно так испанцы называют своих королей, через Дон, там Дон Карлос, Дон Филипп. Филипп VI является как бы основным владельцем этой коллекции, это королевская коллекция. Все то, что покупается в наше время, уже принадлежит государству. Но как бы так заведено было с самого начала XIX века, когда открылся музей, что главный вход открывается исключительно для гостей короля. Дело в том, что в 2019 году музей Прадо вообще отмечал свое 200-летие. Он был официально открыт в 1819 году. Ну и так получилось, что я сам в 19 году туда попал и просто офонарел, потому что они показали все. Они вывесили все. А что такое все для музея Прадо? Понимаете, в чем штука? Как бы? Это, простите за цинизм, конечно, но это самый богатый на шедевры музей мира на квадратный метр площади, если можно так сказать. При всем при этом картин около 2000. Чтобы вы понимали, как бы момент сравнения, в Лувре их 500 000. То есть ощутите разницу. То есть, в принципе, музей Прадо можно обойти, скажем так, за день посмотреть все, а на второй день походить, как бы уже специально остановиться около Брейгеля, около Гойи, около Веласкеса, около Босха, около Риберы. Вообще, в принципе, это собрание прежде всего испанской, итальянской и нидерландской живописи. Голландцев там нету, кроме разве что одного Рембрандта, который попал туда, в принципе, совершенно случайно. Сегодня я тоже буду немножко об этом говорить. Ну и прямо на фасаде мы с вами увидим парад несправедливости. Здесь изображен король Фердинанд VII, при котором этот музей был открыт, который вообще даже не присутствовал на открытии этого музея. Но тем не менее, вот там вот нам показывают, как музы и нимфы преподносят ему в качестве даров скульптуру, архитектуру, живопись, все на свете, все то, что есть в этом музее. Но Фердинанд VII вообще как бы никак не имел никакого отношения как бы к этому зданию, ну кроме как позволил разместиться здесь королевской коллекции. А вот этот вход с торца, это северный как бы торец этого здания, потому что Пасео дель Прадо, то есть, собственно говоря, бульвар, который дал название этому музею, он как бы проходит вот с севера на юг от площади Сибелис в Мадриде. И вот это северный как бы торец этого здания. И здесь входят все нормальные люди. То есть туристы поднимаются вот по вот этой лестнице, а перед этой лестницей к нам спиной стоит, угадайте кто? Я однажды у кого-то спросил, мне сказали, дедушка Крылов. Я говорю, нет. Потому что вот здесь на постаменте, здесь всякие очень интересные как бы персонажи изображены. Там совы летают, но они какие-то такие страшные очень. Это как бы иллюстрации его капричо, знаменитого его альбома, который он создал. Это Франсиско Гойя и Лусьентес, которого мы с вами сегодня тоже будем видеть. И вообще, кстати, у Гойи сегодня дебют на нашем с Юрой канале. Потому что у нас лекции по Веласкесу есть, по Эль Греко есть, а по Гойи нет. Поэтому Гойя будет сегодня у нас с вами бал дебютантов, короче говоря. Вот, по вот этой самой лестнице мы с вами поднимаемся, заходим сюда, и первое, что мы с вами видим, я вам этого показывать не буду, потому что я не нашел хорошей картинки. Там статуя императора Карла V, он же Карлос I, испанский король, которая была сделана в самом начале XVI века, она интересна тем, что ну вот когда я там был, она не была интересной, потому что стоит король в доспехах, ну, металлическая статуя, то есть ничего особенного, как бы таких статуй, вагон и маленькая тележка. Но я, честно говоря, очень сильно жалею, что в ковидный год, как бы ни мы никуда не могли поехать, ни Испания никого не пускала, но в ковидный год они сделали вот что. Дело в том, что этот Карл V, он же Карлос I, он
это раздевающаяся статуя. То есть она была сделана так, что можно с него снять доспехи, и там оказывался абсолютно обнаженный император, как древний римский бог. То есть, это как бы было, это не троллинг ни в коем случае, как бы это было нормально. То есть императора можно было показывать как обнаженного в качестве античного бога, потому что это уже время Ренессанса, уже можно, ну и в доспехах, как великого воина. Вот в 19 году он стоял в доспехах, хотя, казалось бы, 200 лет музея, да разденьте вы короля, в конце концов. Но нет, он был одетый, зато они пошутили. В ковидный год, когда все ходили в масках, они раздели Карла V. Он стоял там совершенно голый. Ну, а я вам показываю, как говорят сами испанцы, лучший мэр Мадрида. Это король Карл III. Дело в том, что вообще 18 век, это середина 18 века, именно этот персонаж, он чем интересен? Это уже в Испании закончились испанские Габсбурги. Вообще как бы династия Габсбургов в Испании, она очень удобная. Она начинается в 1500 году, когда рождается Карлос I. Вот он родился, 1500 год, начинаются Габсбурги. И заканчивается равнюсенько в 1700 году, потому что Карл II умирает, и начинается война за испанское наследство, то есть вот точно 200 лет как бы Габсбургов, 14 лет идет война за испанское наследство, в которой Франция потерпела катастрофическое поражение, но это самое потрясающее поражение, которое я знаю, потому что внук Людовика XIV занимает испанский престол. Да, Луи XIV сажает на трон Испании своего внука, который становится королем Филиппом V, и Карл III – это его сын. А в это время Испании принадлежит также Пармское герцогство и Неаполитанское королевство. И Карлос, будучи принцем астурийским, то есть наследником трона, он был отправлен сначала на Пармский престол в качестве пармского герцога, он там поправил немножко, то есть у него там был своего рода такая магистратура, мы бы сказали, да, потом его папа отправил на неаполитанский трон, он побыл какое-то время неаполитанским королем и начал наводить в Неаполе порядок. Он его там навел, кстати, рынки, которые он создал в Неаполе, существуют до сих пор, я жил около одного из них, этот запах я не забуду никогда. Он же начинает под Неаполем, а это, понимаете, это бурбоны, это родственники французских бурбонов. У французских бурбонов во Франции есть Версаль. У испанских бурбонов у них есть ощущение какой-то недоданности им, что ли. Да? Вот у родственников Версаль есть, а у них Версаля нету. И Карл III начинает, тогда еще не Карл III, а просто принц Карл начинает под Неаполем в Казерте строить огромный дворец. На сегодняшний день это страшилище перещеголяло Версаль по своим размерам. Действительно гигантский дворец с совершенно банальными как бы интерьерами в соответствующем стиле барокко, переходящего в рококо, такого пламенеющего рококо, но совершенно невероятный парк. Поэтому в силу того, что мы записываем эту лекцию, и, возможно, кто-то из наших соотечественников сейчас находится в Италии, может быть, находится в Неаполе, не сочтите за труд, потратьте 40 минут на электричку, съездите в Казерту, и вы побываете в совершенно потрясающем, незабываемом парке, который вы не забудете никогда в своей жизни. И он вообще, в принципе, он такой очень домовитый парень. Он все время пытается там везде как бы создать абсолютно идеальные условия для собственной жизни и для жизни других людей. Ну и в конце концов, когда умирает его отец Филипп V, он приезжает в Испанию, становится уже испанским королем, и в Мадриде он тоже наводит порядок. То есть, в принципе, идеальная планировка Мадрида на сегодняшний день, Гран-Виа, Пласа Майор, Пуэрто-дель-Соль, знаменитая площадь, как бы это все сформировалось при нем. Потом перестраивались дома, соответственно, моду, стилям и времени. Но, в принципе, как бы план Мадрида сохранился до наших дней. В принципе, как бы, при нем уже строился новый королевский дворец напротив собора Альмудена, которого еще, правда, не было в те времена, но заканчивается он при Карле III. И именно поэтому как бы мадридцы его называют лучшим мэром Мадрида, хотя при этом он был королем. И именно он распорядился на бульваре Прадо построить музей естественной истории. Тогда это было очень модно. Модно было собирать вот всякие там страшилища в колбах и все это показывать. И вот какая-то такая кунсткамера, и как бы Карл III, он всем вот этим заболел, и ему тоже хотелось вот построить такую
штуку. И здание это проектирует вот этот человек. Кстати, это портрет работы Франциско Гойи, который пишет его, уже как бы на излете его жизни, потому что, по-моему, он умер в 1811 году, а это портрет 1807 года. Это Хуан Вильянуэва. Вы в литературе можете увидеть Вильянуэва. Это общепринятое как бы такое место, так происходит транслитерация. Хотя на самом деле правильно говорит Вильянуэва. Ладно, это такая. Это архитектор этого здания. Но это здание планировалось как музей естественной истории. Потом в Европе случилась французская буржуазная революция, потом директория, потом консульство. В результате Наполеон становится императором Франции. И что делает Наполеон? Наполеон всех своих братьев и сестер сажает на европейские престолы. И он отбирает у испанцев Неаполитанское королевство и сажает на престол Неаполя своего брата Жозефа Бонапарта. Вот это, собственно говоря, он, но это уже он на испанском троне. И в 1808 году Наполеон решает повысить своего брата. И он производит такую рокировочку. На Неаполитанский престол он сажает своего зятя маршала Мюрата, он становится неаполитанским королем, а Жозефа он переводит в Мадрид и делает его королем Испании. И вот это вот перед вами уже Хосе I, король Испании из династии Бонапартов, единственный ее представитель на испанском троне. Но я зачем вам его показываю? Именно он подписал указ о создании Национального художественного музея на основе королевской коллекции. То есть это была идея его ли, или его гениального брата, или людей, которые его окружали. Но ради улучшения как бы пиара и отношения к французам в Испании, про это отношение мы еще сегодня тоже поговорим, было принято решение создать из королевской коллекции вот такой вот музей, как бы доступный для всех, по примеру Лувра в Париже, потому что в это время Лувр уже общедоступный музей. Но, к счастью или к сожалению, для испанцев, наверное, все-таки к счастью, эпопея французов в Испании заканчивается так же бесславно, как и по всей Европе, и Хосе бежит из Мадрида, в Мадрид возвращается король Фердинанд VII, а после Карла III у нас уже был Карл IV, а Фердинанд VII это уже его сын, возвращается Фердинанд VII, а это Мария Изабелла Браганская, она у нас португальская принцесса, это обычное дело между испанскими и португальскими королями, особенно в период, когда уже у власти Бурбоны. Она жена Фердинанда VII, если не ошибаюсь, первая. И она предложила вот в этом здании, которое прямо здесь изображено, на вот этом портрете, вот оно, вот это здание нынешнего музея Прадо, она предложила расположить там королевскую коллекцию, то есть, собственно говоря, выполнить тот приказ, который подписал предыдущий король. И, по всей видимости, Фердинанд VII, который крайне непопулярен, подумал, что, наверное, это было бы неплохо. И действительно, королевская коллекция перевозится туда, в Прадо, и там планируется открытие в 1819 году, которое состоялось, но Мария Изабелла до этого не дожила. Она умирает при родах в 1817 году, но вот такой вот ее портрет с изображением этого музея, даже вот с планами, видите, у нее здесь прямо под рукой. То есть она патронировала создание этого музея, но, понимаете, мы с вами живем в мире мужчин. Поэтому на фасаде музея Прадо, который я вам показывал, изображен Фердинанд VII, который не имел никакого отношения, в принципе, к моменту открытия этого музея, а не вот эта святая женщина. Это Федерико Гонзага, герцог Мантуанский, и я хочу начать с него, потому что мы уже с вами идем по коллекции. Дело в том, что королевская коллекция вообще формируется на самом деле при Габсбургах. Вот в ту династию, которая просуществовала в Испании ровно 200 лет, про которую я вам говорил. Строго говоря, короли Испании начинают собирать картины как бы и раньше. Например, Изабелла Католическая, известно, что она собрала там около 400 картин. В основном это были нидерландцы. Но она это все завещала монастырям. То есть ничего себе, все людям. И когда в конце концов к власти приходят, а там же ситуация какая в Испании? Там в конце 15 века объединились два дома, Кастильский и Арагонский. Причем, что интересно, вот национальные династии, что там, это одна и та же семья. Семья Трастамара. И вот они как бы сошлись. Троюродный брат с троюродной сестрой.
Изабелла Кастильская с Фердинандом Арагонским. И договорились, что наш потомок мужского пола, или неважно какого, объединит как бы всю Испанию. После этого, в принципе, об Испании как о неком целом мы с вами говорим после католических королей. Да, при нем, конечно, Колумб открыл Америку. И в январе 1492 года они взяли последний арабский эмират, мусульманский эмират на территории Иберийского полуострова, Гранадский эмират. Боабдиль сдал им Гранаду, как бы Испания замкнулась полностью как бы в Пиренейском полуострове и стала единым государством. При всем при этом, вы знаете, я очень люблю Испанию, потому что она мне постоянно, я там был много раз, там уже первый раз 30 лет назад, она мне постоянно всегда напоминала Украину. Потом, как бы часто там бывая, как бы изучая вот что куда шло, как это все развивалось, стало понятно почему. На сегодняшний день известно, что в Украине около 70 этнокультурных регионов. В Испании 55, то есть чуть-чуть меньше. По сути, Галичина есть у нас, и Галисия есть у них. Что опять-таки тоже очень-очень похоже. Ментальность, когда ты слышишь такие вещи, как там на рубеже 13-14 годов, когда мы все слышали о том, что Донбасс кормит всю Украину, мне это было все понятно, потому что Каталония кормит всю Испанию. Это все как бы, тоже все очень знакомо и действительно очень-очень похоже. Вот, случилась объединенная Испания при католических королях, но так получилось, что их наследник мужского пола, он умирает, их наследницей становится девочка, Хуана. Старшая их дочь, которая вошла в историю как Хуана Безумная. Безумна она была от любви. Это прекрасная история, это была бы прекрасная история, если бы она не стала безумной в самом прямом смысле этого слова. Она была безумно влюблена в своего мужа, который был ее королем-консортом, Филиппа Бургундского, которого прозвали красивым. Он был внуком, сыном императора Максимилиана, императора Священной Римской империи. И вот, собственно говоря, от брака этих двух людей, Хуаны Безумной и Филиппа Красивого Бургундского, родился Карл I, который, в принципе, как бы и был объявлен наследником как бы единой Испании и, в принципе, узурпировал трон у своей еще живой матери, которая прожила еще очень-очень большую жизнь. Правда, она прожила ее практически в совершеннейшем безумии, крайне редко приходя в сознание, потому что она потеряла своего любимого мужа, несмотря на то, что он при жизни изменял ей, с каждой ее фрейлиной, в принципе. Но любила она его безумно, он умирает, и она не хотела очень долго его хоронить, она ездила по всем монастырям с его гробом, везде шли заупокойные мессы за покойного короля-консорта. В общем, страшная средневековая история. Кошмарные темные века. Вот. И оставив, матери материного, Карлос I правит Испанией, потом его избирают императором Священной Римской империи. И я вам показываю портрет работы Тициана. Почему? Потому что Тициан, молодой еще в это время, когда Карл I испанский становится Карлом V императором Священной Римской империи, он работает вот на вот этого красавчика, на Федерико Гонзага, которого он пишет вот с этой потрясающей баллонкой, или не баллонкой. Герцог Федерико понимает, что Тициан это просто подарок, потому что это действительно великий художник, это потрясающая школа, это человек, который наполняет его коллекцию, и он один из первых, в принципе, арт-дилеров, который понимает, что надо в это вкладывать деньги, он это делает. И он знакомит Тициана с молодым Карлом V. Тициан пишет маленький портрет Карла V, и Карл V как-то не впечатлен. Так интересно, известно, что Карл за этот портрет заплатил Тициану дукат. Один. Тут же прибежал Федерико Гонзага с мешком денег. Маэстро, извините, в следующий раз будет лучше, расслабьтесь, все хорошо, но и Тициан пишет вот этот совершенно потрясающий портрет, который находится, кстати, в Прадо на первом этаже. Следующая встреча с императором была лучше. Он написал императора с собакой, и Карл сказал: так это ж другое дело вообще, это же уже совсем хорошо, поэтому здесь тоже собачка. И Карлу так понравился этот портрет, что Карл V сказал, что все, Тициан, отныне только ты пишешь меня. И Тициан получил от него даже
ну, это такой очень своеобразный титул, это придворный титул палатинского графа для того, чтобы он всегда имел доступ к императору в обход всех сложных правил двора. Тициан пишет Карла V в битве при Мюльберге. Это, ну, казалось бы, чем гордиться, да? Ты разбил войска твоих же собственных вассалов, которые восстали против тебя, но они все протестанты, а ты все еще католик. Это как раз та эпоха, когда уже свою проповедь в Германии произнес Лютер, и часть курфюрстов перешли в протестантизм, и они уже формируют некую оппозицию абсолютно католическому императору, полуиспанцу по происхождению, кем он еще может быть. И тем не менее, как бы вот такая вот громкая победа, после которой как бы Карл опять берет в руки абсолютно полноценную всю власть над Священной Римской империей. И, по всей видимости, он захотел быть запечатленным в этот момент, и его вот так вот пишет Тициан. И это первый портрет, конный портрет вот такого рода, где человек изображен в 3/4, конь изображен в 3/4. До этого, в принципе, и всадника, и коня изображали, как правило, в профиль. Ну и потом, что самое, наверное, важное, в этом портрете, согласитесь, этот конь бежит. То есть, в принципе, как бы, ну, в живопись это ж не только про краски, понимаете? Это еще про то, чтобы все-таки передать некую жизнь, некое движение. И здесь вот это случилось. То есть вот здесь, как бы, когда люди не насмотренные еще живописью, поставьте себя на место людей, живших в первой половине XVI века, когда они видят такую вещь. Ну, для них это чудо. И как бы здесь ощутимо, что эта лошадь действительно передвигается, и всадник на ней как бы вот дрожит, как и положено, да, в седле. И по всей видимости, тяжело дышит, и копье, в общем-то, достаточно тяжелое. Тициан же для уже сына Карла V, он пишет вот такие вот картины по овидиевским метаморфозам, как вот эта вот Даная. Это так называемая поэтика Тициана. И сын Карла V, испанский король Филипп II, он заказывал и такие картины в том числе. Дело в том, что вообще мы с вами его знаем по Тилю Леншпигелю, по опере Верди «Дон Карлос», где нам доносятся отголоски черной легенды о нем, что это был такой мрачный затворник, сноб, фанатик, общаться с которым было практически невозможно, крайне коварный, нелюдимый. Вообще все только что самое плохое можно было придумать, это все придумано про Филиппа II. Почему так случилось? Да потому что в борьбе между Францией и Англией победила Англия. Несмотря на то, что у английских берегов сначала была разбита испанская армада, о чем мы все абсолютно знаем, мы это изучали в школе, но в школе нам не говорили, что на следующий год англичане поперлись к испанским берегам и были разбиты точно так же. То есть ничего вообще от флота не осталось, то есть королева Елизавета была в шоке, она била Фрэнсиса Дрейка по щекам и спрашивала, где мой флот. Но нам об этом не рассказывают, потому что как бы историю пишут победители. Филипп был, скорее всего, не тем человеком, которых нам пытаются представить. Уже хотя бы только потому, что самый известный его портрет пишет Софонисба Анквисола, итальянская художница, которая приехала ко двору его первой жены Изабеллы Валуа, и вот она пишет короля. В то время, когда, ну вы же понимаете, это эпоха, когда художник мог быть только мужчина. И короля мог писать только мужчина. А тут короля пишет женщина, еще и иностранка. Ладно б наша, а еще и иностранка, как бы пишет короля. Поэтому можно, в принципе, говорить о том, что это был человек очень сложный. Как говорил Умберто Эко в одном из своих романов, каждый из нас не что-то одно. Вот Филипп II тоже. Он, скорее всего, был намного сложнее, чем об этом говорит как бы официальная история. И то, что он под Мадридом строит дворец-монастырь Эскориал, то это не только про надгробия испанских королей, это не только про собор, который в центре этого дворца-монастыря, но это еще про художественную академию при этом дворце, это еще про школу для больных детей при этом монастыре и еще очень много чего. Не говоря уже о том, что Филипп II
был главным собирателем босха в это время. И что он насобирал, мы с вами тоже сегодня увидим. Но я вам почему вот это показываю? Ничто человеческое не было чуждо даже ему. Человеку, у которого, в принципе, в спальне стоял босх. И мы сейчас скоро будем смотреть, какой именно босх. Но вот такие вещи он тоже заказывает, и они, по всей видимости, висят в его личных покоях сначала. А это тициановские Адам и Ева. Но я вам показываю их прежде всего вот для чего. Как бы это не самая, честно говоря, любимая моя картина Тициана, но она одна из первых встречает вас в музее Прадо, когда вы заходите. Но следующая, которую вы видите, вот постарайтесь сейчас вот прям запомнить ее фотографическим способом, чтобы она отпечаталась у вас вот тут вот на передней коре головного мозга. Возвращать или запомнили? Запомнили. То был Тициан, это Рубенс. Мантуанский герцог Винченцо Гонзага, прямой потомок Федерико Гонзага, которого мы с вами уже видели, у которого работает Рубенс, он отправляет Рубенса в Испанию к двору испанского короля, потому что все в мире знают, что испанские короли собирают картины, они собирают живопись, у них самая роскошная коллекция. Рубенсу дано задание написать копии с лучших. Ну и понятно, что Тициан это как бы на то время уже звезда, поэтому его надо писать. И Рубенс пишет копию Тициана. Ну, такая копия. Понимаете, Рубенс не был бы Рубенсом, если бы он это не сделал по-своему. Да, он полностью использовал композицию Тициана, в чем-то ее как бы даже улучшил. Он изменил пластику тела, потому что при Тициане тела носили, скажем так, более поджарые, более спортивные. В эпоху раннего барокко носят такое тело. Вот и женщины, и мужчины, вот все должно быть вот так. То есть немножко и там должно быть целлюлитика. То есть человек должен быть здоровый, чтобы было видно, что один может зачать, другой может родить. И у них с этим абсолютно все в порядке. Но здесь есть еще один момент. Вот что есть здесь из атрибутов, чего нет там? Здесь есть попугай. Почему здесь есть попугай? Ну, потому что это, знаете, это реверанс Рубенса испанскому королевскому дому. Что, дорогие Габсбурги, вы так много, как испанские короли сделали для цивилизованного мира, вы съездили, в лице Колумба, конечно, в Америку, вы открыли новый свет, вы несете туда свет христианства, поэтому как бы даже попугайчик как бы символизирует, что теперь в нашем христианском раю есть и попугаи. Здесь только кукурузы, в принципе, нет. Если бы была кукуруза, то как бы была бы вообще полная картина. Ну и надо сказать, что Прадо – это одно из самых больших собраний Рубенса. Поэтому сразу для тех, кто сейчас в этом музее, тоже опять-таки говорю, как говорил на Лувре, что если попадете в эту галерею, где вы увидите много Рубенса, бегите оттуда, потому что просто потратите очень много времени не на то. Почему не на то? Когда ты занимаешься искусством, когда ты изучаешь искусство в детстве, юности, Рубенс производит на тебя неизгладимое впечатление. Потом ты понимаешь, что живопись – это кое-что нечто более сложное. И ты начинаешь понимать, что к работам Рубенса очень много прилагали своих сил его многочисленные ученики, с которыми он работал. Поэтому Рубенс сильно пострадал в 20 веке. Это один из, скажем так, самых уважаемых, да, но не самых дорогих художников на аукционах, потому что, опять-таки, его полно. Это первое. А второе, на сегодняшний день нам он как бы не сильно интересен. Но в этом во всем, понимаете, есть одна парадоксальная вещь. Когда ты в Прадо сталкиваешься с эскизами Рубенса к его картинам, с его этюдами, ты понимаешь, что это вообще символизм конца 19-го, начала 20 века. Это настолько современный, свободный, хлесткий мазок, что ты смотришь на это все и думаешь, оно вот такое вот. В отличие от большого метра, который в результате потом будет написан. Ты смотришь на это и ты думаешь,
Какого лешего ты потом это переделывал в большие размеры? Ну, это уже готовая, законченная вещь. Мы и так понимаем, что здесь битва Аполлона с Пифоном. Дело не в этом. Ну, оно все живое, оно все красивое. Это все написано живой хлесткой кистью. Или вот этот суд Париса. Это вообще одна из моих любимейших вещей. То есть это вообще, ну, это берлинский сецессион. Ну, это достойно как бы конца 19-го, начала 20 века. Это совершенно волшебно. И как бы, опять же, это вот такая вещь. То есть она написана там вот так вот, там, за какие-то там 2-3 часа. Но это гениально. Или вот эта вот охота Дианы. Ну, в этот период это вообще, ну, как бы вы заметили, да? Античные сюжеты, как бы в барокко, как бы это очень модно. Это хотят все. И Рубенс, конечно, со своими вот такими вот этюдами и эскизами, он просто сносит башку. И это счастье, когда ты это видишь. Ну и, наконец, мы с вами в самом центре этого музея. Опять же, повторяю, он не очень большой. И очень хорошо, и это просто счастье, что это не дворец. Потому что, когда ты попадаешь во дворец, который он же музей, в котором как бы еще и какая-то художественная коллекция, ты так или иначе обращаешь внимание на росписи плафонов, как бы, ну, на все на свете, включая мебель, и отвлекаешься от живописи. В Прадо этого нету. В Прадо все подчинено вот, как бы, вот этой вот вашей возможности, как можно лучше все это рассмотреть, хотя музей тоже прошел через страшные времена, потому что, ну, во-первых, начнем с того, что одна из таких вот версий, почему, собственно говоря, возник этот музей, почему вдруг королевскую коллекцию решили расположить именно в музее и показывать людям. Есть такая очень циничная, очень красивая версия, она вполне как бы имеет право на жизнь, что связано с тем, что в начале XIX века в моду активно вошли тканевые французские обои. И испанцы заметили, что когда ты этими обоями затягиваешь свои апартаменты, там гостиную, ну как-то картины не лепятся вообще. Ну и не исключено, что королевская семья, та же самая Мария Изабелла Браганская, сказала мужу Фердинанду: а давай это все куда-нибудь уберем. И, собственно, возможно, что именно так и возник музей Прадо. Это во-первых. Во-вторых, проблемы были с тем, что когда сюда это все повесили, то, опять же, это произошло именно в ту эпоху, когда в моде были французские тканевые обои. То есть стены были затянуты французскими тканевыми обоями с крупным рисунком, как положено, значит, и на все вот это вот повесили живопись. Смотрелась она, мягко говоря, так себе. Потом, по всей видимости, кто-то все-таки понял, наверное, что ну это не совсем как-то хорошо. Повесили, закрыли огромное количество залов, повесили как бы картины прямо шпалерно как бы по галерее, одну рядом с другой. Короче говоря, на самом деле музей страдал, в принципе, до конца 20 века. И даже вот в середине 20 века, там, ну, уже после Второй мировой войны, это уже излет как бы диктатуры Франко, когда вдруг как бы, ну, Франко какой-то разумный человек сказал о том, что, вы знаете, у нас в Испании, в принципе, как бы самое ценное, что есть, это музей Прадо, но в кошмарном состоянии. Давайте возьмемся за музей Прадо, давайте. Назначили директором там какого-то очень уважаемого человека, который директором побыл недолго, потому что он привел туда свою жену, а жена была директором какого-то глянцевого издания, и она устроила там фэшн-фото-съемку модной мебели для своего журнала. Эта мебель была расставлена как бы в музее, была сфотографирована. Когда об этом узнали попечители, как бы узнал наследник будущий Хуан Карлос, директора тут же уволили. Ну, зато взяли другого директора. Но при этом директоры выяснили, что, например, за Менинами Веласкеса жили клопы. Чудесно так себе жили, как бы у них там была там своя милая чудесная колония, которая существовала, наверное, много лет. Директор никак не отреагировал на эту ситуацию, ну его тоже как бы сняли. В общем, такое вот продолжалось очень долго. Не говоря уже про развеску. Вот развеска, которая существует сейчас, это тоже, ну как бы вот уже, наверное, излет 20 века, уже 21 век. А до этого, ну, многое висело как попало, а я вам показываю центральный, так называемый базиликальный зал, который полностью отдан, как вы думаете, кому? Правильно. Это сам Диего Родригес де Сильва и Веласкес. Причем, вот смотрите, как интересно.
Веласкес берет фамилию мамы. Дело в том, что у испанцев, у них же принято как? У них всегда человек имеет две фамилии. Причем все они идут через «и», потому что «и» по-испански это тоже «и». То есть, если у папы фамилия Сильва, а у мамы Веласкес, то, собственно говоря, он Сильва и Веласкес. Другой испанский художник, не менее известный, но который стал известен как бы прежде всего во Франции, наверное, он тоже делает именно такой финт, как бы. Он, будучи по папе Руис, а по маме Пикассо, он берет мамину фамилию. И тем самым как бы говорит всему человечеству. Вот вы знаете, после Веласкеса долго никого не было. А потом пришел я, Пикассо. Ну, это как бы было в стиле Пикассо. Эту фотографию сделал я. И я этим очень горжусь, потому что в музее Прадо фотографировать нельзя. А для меня это спорт. Я очень люблю фотографировать в музеях, которые фотографировать нельзя, потому что, ну, как бы все они, ну, как бы они же не дикари эрмитажные, да, они нормальные люди, все люди, которые там работают. Ты делаешь телефоном фотографию, он бежит с другого конца зала к тебе. Кстати, вот он бежит, вот он. Вот он увидел, что я достал телефон. Он бежит, и вот он пока бежит, он молчит. Опять же, это не дикари эрмитажные, которые тебе кричат из конца там Георгиевского зала «Здесь снимать нельзя!» Нет. Он добежит к тебе и тихонечко тебе скажет: «Сеньор, но фото, por favor». Ты говоришь: «Хорошо». Идешь в следующий зал и фотографируешь там. Да, этот зал полностью отдан Веласкесу. Веласкесу в его жизни очень сильно повезло. Дело в том, что он служил при короле, который сам, по всей видимости, рисовал, хотя до нас не дошло ни одного его рисунка, кроме некоторых легенд. Но он прекрасно знал и понимал большую живопись. Когда приехал в Испанию Рубенс и написал его портреты, он посмотрел и сказал, что «Не, ну секундочку, у меня же челюсть вот эта вот торчит вот так вот, как бы, ну а где? Тут красивый парень, и я вот такой вот. Это не я». А потом пришел Веласкес и написал его портрет. И Филипп IV сказал: «Отныне только ты будешь моим эпилесом, только ты будешь меня писать». И вот с тех пор Веласкес всегда при нем. Веласкес, я на одной своей лекции, грешен как бы, я сказал, что у Веласкеса был придворный чин камергера. Нет, конечно. Камергером мог быть герцог Альба или Медина Сидония, но никак не какой-то там Веласкес. Веласкес был камердинером, то есть он был человеком, ответственным за королевские комнаты. Это была его официальная должность, и он действительно, в принципе, он умер на работе. Он организовывал встречу испанской инфанты Марии Терезии с юным королем Луи XIV на границе Франции и Испании, и там во время всего вот этого в Пиренеях он так сильно увлекся этой своей работой, что он простудился и вскоре умер. Ему было чуть-чуть за 60, по-моему. Но он достаточно молодым человеком начинает работать при Филиппе IV, и Филипп IV везде ему создает идеальные условия для работы. Самые большие апартаменты отдаются ему, Веласкесу. Здесь здесь она, вот эти вот 3 с лишним на почти что 3, Лас Менинас, его фрейлины знаменитые, наверное, самая известная его картина. И я сейчас вам скажу такую вещь, но как бы, понимаете, у нас канал называется «Не академическое искусствоведение», поэтому я имею право городить всякую субъективную чушь, в которую я верю. Вот, ребята, честно, я считаю, что это самое великое живописное произведение всех времен и народов за время существования человеческой цивилизации. Когда я узнал о том, что в 1734 году в Мадриде был пожар королевского Алькасара, старого королевского дворца, который был в Мадриде, на месте которого Карл III, кстати, которого мы с вами уже видели, лучший мэр Мадрида, построит Паласио Реале, который там стоит вот прямо сейчас. Так вот, во время пожара картину вот эту вот Менины, ее из рамы вырезали ножом, поэтому она чуть меньше, чем она была на самом деле, и выбросили из окна. И только благодаря этому она до нас с вами дошла. А вообще в этом пожаре погибло порядка 500 картин. И среди них и Тициан, и Босх. Почему вы думаете, Босха так мало? Босха просто, там чуть больше 20 живописных работ на самом деле.
А у испанских королей была самая большая коллекция Босха. И очень много из Веласкеса, к сожалению, не дошло до нас тоже. Я не буду вам показывать абсолютно все, что в этом зале, но и даже более того, я вам покажу то, чего правда нету. Это портрет Филиппа IV, который находится в коллекции Фрика в Нью-Йорке на 5-й авеню. Это вообще не Прада, это через океан. Но я вам это показываю вот почему. Понимаете, несмотря на то, что он написал огромное количество портретов своего монарха, которому он служил, но я считаю, что это самый интимный и самый личный портрет. Он очень часто пишет нам Филиппа на коне, где Филипп совершенно он совершенно отрешенный, то есть у него ничего не выражающий взгляд. Вы знаете, это монарх, который, по всей видимости, очень четко понимал свою роль. Он понимал, что он не столько личность, сколько функция. И вот эту вот функцию он очень часто изображает на портретах Веласкеса, точнее Веласкес изображает эту функцию благодаря своему гению и, по всей видимости, желанию заказчика. А это какой-то очень человечный портрет. Но я вам его показываю еще из с живописной точки зрения. Если вот этот портрет из коллекции Фрика вы загуглите в очень хорошем разрешении, а в сети это есть, и просто вот сделаете пальчиками вот так, и просто вот какую-нибудь из этих финтифлюшек рассмотрите сильно вблизи, вы увидите страшную вещь. Он машет метлой, как делал Тициан, кстати. И вот Веласкес это делает еще резче, еще смелее. То есть здесь ничего не выписано, не вырисовано, не вытюкано, как в принципе положено делать в эту эпоху. Понимаете, Филипп IV вообще король, который получал анонимки, которому писали, что «Ваше Величество, вам пудрят мозги». Это все незаконченные работы. Веласкес плохой художник. Он не делает так, как положено. Посмотрите, что делал Рубенс, и посмотрите, что делает Веласкес. Он это делает левой задней ногой. Мне все время это напоминает знаменитый анекдот советских времен, как дирижер в советской филармонии получает анонимку. В анонимке написано: «Уважаемый товарищ дирижер, довожу до вашего сведения, что музыкант, который играет на маленьком металлическом треугольничке, играет на нем только тогда, когда вы на него смотрите». Вот, по всей видимости, нечто такое, получал Филипп IV. Ну, конечно, наверняка только лишь смеялся по этому поводу, потому что он прекрасно знал, что это великая большая живопись, он прекрасно понимал, с кем он имеет дело. У короля всегда было кресло в мастерской Веласкеса. Он приходил и просто сидел рядышком, наблюдал за тем, что делает Веласкес. Очень часто в мастерской Веласкеса, которая тут же, во дворце, он принимает своего первого министра графа-герцога Оливареса, и, в принципе, скандал, который возникает, коррупционный потом вокруг этой личности, это тоже происходит на глазах Веласкеса. Что, наверное, Веласкесу не сильно было приятно, потому что, по сути, он был протеже Оливареса. Ну и, наконец-то, «Лас Менинас». Если вы думаете, что это название картине дал Веласкес, то нет. Мы не знаем, как она называлась. Это название появляется во второй половине XIX века. И что интересно, вообще в испанском языке нет этого слова. Это слово из португальского языка. И менина – это всего лишь девушка. То есть, по большому счету, то, что мы здесь с вами видим, это называется девушки. Ну, давайте теперь внимательно посмотрим на эту вещь и ответим для себя на вот какой вопрос. Что это по жанру? Как вы думаете? Это портрет? Если это портрет, то это чей портрет? Вот этой вот маленькой принцессы инфанты Маргариты Терезы, которая здесь вот стоит, вот вся из себя такая маленькая, златоволосая, прекрасная. А может быть, это автопортрет самого Веласкеса, потому что вот же у нас Веласкес. Причем, обратите внимание, Веласкес пишет какую-то эпическую картину эпического размера. У него краски, у него палитра в левой руке, кисть в правой руке. Здесь фрейлины, они же девушки, да, и здесь же кто-то из лекторов, я так смеялся, рассказывал, что попала еще в юности, когда-то давно, впервые в музей Прадо, и местная экскурсовод, вела
вела делегацию американцев, наверное, как бы, ну и они быстренько, значит, пока, ну опять же, да, как экскурсоводы водят по музеям. Я никогда не забуду, как мне когда-то предлагали 2-часовую экскурсию по Лувру. И я спросил, а что мы увидим? Мне сказали, все. Я спросил, а с какой скоростью? То есть вот примерно такую экскурсию, по всей видимости, она увидела, когда экскурсовод сказала американцам, что инфанте Маргарите Терезе подают лимонад, сделанный там из каких-то там апельсинов, плюс еще веточки чего-то там. Кока-кола 17 века, пойдемте дальше. И все. Как бы на этом все закончилось. Дальше. Мы с вами здесь видим карлиц, вернее, карлица и карлик. Это не дети. Многие думают, что это дети изображены. Нет, это не дети, это карлики. При испанском дворе очень модно держать карликов. Причем, вы знаете, так интересно, при вот эти вот все дворцовые реестры, где перечисляется имущество, что есть у короля, вот карлики, они были вписаны вот в это имущество. Они там были со стульями, с тарелками, то есть совсем на свете. Единственное, что они имели как бы огромное влияние на монарха. Действительно, многие карлики как бы занимали ответственные должности при дворе. Ну и опять-таки, даже... По-моему, об этом пишет Кальдерон в какой-то из своих пьес, что семья очень обрадовалась, когда родился карлик. Мама сказала, о, перестроим при дворе. Собачка. Кусочек анимализма здесь. Вот эти апартаменты, которые вы видите, это достаточно большая комната. Это бывшие апартаменты принца-наследника инфанта Бальтасара Карлоса. У Филиппа IV был старший сын, которого ему родила французская принцесса Изабелла Генриховна, дочь Генриха Наварского, его первая жена, но Бальтасар Карлос прожил всего лишь 17 лет и умер. И вот эти вот апартаменты, которые принадлежали юному наследнику, отдаются Веласкесу под его мастерскую. И вот именно здесь Веласкес пишет эту вещь. Дальше. Вы видите зеркало? В зеркале отражаются Филипп IV и его вторая жена, его племянница Марианна Австрийская. Вообще это беда испанских и австрийских Габсбургов. Они только и делали, что женились на двоюродных братьях и двоюродных сестрах. И в принципе то, что случилось с последним испанским королем из династии Габсбургом Карлом II, в принципе как бы там очень видно как бы вот эта биологическая проблема. Ну и что мы с вами имеем в остатке? Получается, что если в зеркале отражаются испанские короли, то испанские короли стоят ровно на том месте, где стоим мы с вами, смотрим на эту картину. Это первое. Второе. Вот это зеркало. Да, здесь есть, конечно, оммаж Яну ван Эйку. Безусловно. Но здесь есть еще вот какая штука потрясающая. Я когда-то в юности, мне сильно повезло, не было из Ленинграда билетов в Харьков в обычное купе. Было только СВ. И у меня было 25 рублей. Я думаю, ну, гулять так гулять. Я, значит, покупаю билет в СВ, я захожу в это купе, как бы впервые в своей жизни, никогда раньше в СВ не ездил. Вообще, вы знаете, я себе черти что придумал, как бы пока туда шел, я думал, что я там увижу что-то такое. Нет, ничего особенного, как бы 2 дивана и 2 зеркала. И верхних полок нет. И я увидел вот эти вот 2 зеркала, висящие друг против друга, и я увидел вечность в эту сторону, бесконечную, и бесконечность в другую сторону. И вот понимаете, нечто похожее здесь делает нам Веласкес. Это очень сильно похоже. А еще там, ко всему прочему, вот это место, видите? Это там открытая дверь, и там стоит Нуньес Веласкес. Он на самом деле родственник нашего художника, которого художник просто тоже пристроил при дворе. И он, кстати, работает камердинером у королевы, у Марианны Австрийской. То есть они, в принципе, коллеги по должностям. И он чего-то сюда вдруг зашел. То есть понимаете, как Веласкес открывает на нас это пространство. То есть мы с вами очень глубоко просматриваем, что там внутри. Когда Сальвадора Дали как-то в музее, когда он был здесь, в Прадо, его спросили, а вот если бы сейчас был прям пожар, как бы, что бы ты сейчас спасал бы? Он сказал, я бы спасал воздух Менин Веласкеса.
Ты действительно на это смотришь, и ты понимаешь, что всем этим можно дышать. И перед этой картиной реально стоят люди, и они не пытаются с нею сфотографироваться, заселфиться, как перед тетей Лизой в Лувре, когда все к ней спиной, потому что мы же все вот так вот себя снимаем, селфи обязательно. Вы этого здесь не увидите не только потому, что снимать нельзя, еще и потому, что почти никому не приходит это в голову. Если ты просто 10 минут постоишь перед этой картиной, ты не можешь избавиться от этой магии, потому что это не ты рассматриваешь эту картину. Эта картина рассматривает тебя. Потому что они все смотрят на нас. И не куда-то в другую там сторону. Они не разговаривают, они просто на нас смотрят, не более того. Все всегда интересуются судьбой вот этой очаровательной девочки. Да, Веласкес пишет инфанту Маргариту Терезу очень много и очень часто. Она одно время наследница испанского престола, но потом появляется у пары родителей появляется очередной мальчик, которого назвали Филиппе Просперо. Он становится наследником престола, а ее готовят к браку. Как вы думаете, за кого? Все очень банально. Ее собираются выдать замуж за ее родного дядюшку. Австрийского, точнее германского императора Леопольда в Вену. И в Вену регулярно отправляются портреты инфанты Маргариты, где ей 8 лет, где ей 10 лет, где ей 12, 13, и все это пишет Веласкес. И везде она абсолютно золотоглавый ангелочек. И вот этот ангелочек рос. В конце концов она выходит замуж за Леопольда I австрийского, точнее германского императора. И, вы знаете, живут душа в душу. Они действительно прекрасные партнеры и с нежностью относятся друг к другу. Причем она его называет дядюшкой. То есть она его жена, но она его называет дядюшкой. Она рожает от него 2 детей неудачно, потом у нее выкидыши. В результате, когда 4-го ребенка она не в состоянии родить, умирает в 23 или в 24 года. Вам сейчас стало ее жалко, правда? Представьте, а вся Вена пляшет и танцует от радости, потому что умерло вот это чудовище. Вот это вот золотоглавое чудовище, оно считало, что то, что у нее вот такие вот неудачи с родами, в этом виноваты евреи. Каждый раз, когда у императрицы выкидыш, устраиваются еврейские погромы. То есть, понимаете, я уже просто представляю себе эту картину. То есть к еврею в дом стучат, евреи открывают дверь, говорит, что опять? А связь какая? Видите здесь монахиню? Инфанта получила классическое религиозное образование начала 17 века. Мы все с вами помним гениальный роман Сервантеса «Дон Кихот», где врач говорит, что медицина темных веков считала, что кровь надо пускать по понедельникам и четвергам. Современная медицина точно доказала, что это надо делать по вторникам и пятницам. То же самое и с образованием инфанты. Веласкес часто был командирован в разные места своим монархом Филиппом IV. Дважды он был в Италии в свою вторую итальянскую поездку. Он не только пишет знаменитый портрет папы Иннокентия X, который сейчас находится в Риме, но он привозит еще 12 вот таких вот прекрасных львов, которые являются, 8 из них являются ножками для вот таких вот столов, которые тоже выставлены, кстати, в Прадо, а 4 они украшают трон испанских королей в Паласио Реале, где тоже снимать нельзя. Но если тихонечко, то можно. Но опять-то, там, правда, уже военные ходят, и он тебе подходит так очень серьезно. Костя, я говорю, я понял. Но львы именно вот оттуда, из Италии, именно Веласкес их и привез. У Веласкеса много работ в Прадо. Практически в Прадо самое большое собрание Веласкеса, что в принципе естественно. Это один из шутов. Это Пабло де Вальядолид, которого я вам показываю вот почему. Когда в 1865 году в Прадо, в Мадрид приехал Эдуар Мане, он пришел и он увидел вот эту вот фигуру человека, стоящего в вечности, абсолютно реалистичную, написанную с мастерством каким-то совершенно невероятным.
Он пишет Бодлеру о том, что нам всем в живописи вообще после вот этого делать совершенно нечего. И, конечно, Веласкесом его накрыло порядочно, и он опылил этой своей влюбленностью в Веласкеса абсолютно всех импрессионистов будущих, с которыми он общался. И по большому счету именно в конце XIX века и во многом благодаря импрессионистам Веласкес был открыт для всего мира, потому что до этого времени это был очень локальный художник. Да, безусловно, великий для Испании, все художники, которые туда приезжали, в Мадрид, и это видели, они, конечно, обалдевали от того, что они видели. Забыл, как звали этого итальянского художника, который в XVIII веке, ему повезло побывать в королевских апартаментах, в королевском дворце. Он увидел Лука Джордана, он увидел Лас Менинос в одном из залов королевского дворца, то есть тогда на эту картину могли видеть только члены королевской семьи. Он сказал, что это богословие в живописи. Ну, красиво, согласитесь. Тирион Ланнистер. Дело в том, что когда я увидел эту вещь, я подумал, боже, как хорошо, сегодня выходит очередная серия «Игры престолов». То есть благодаря этой картине я об этом вспомнил. У него было прозвище «Эль Примо». «Эль Примо» с испанского – это кузен. То есть это такая вот кличка, которой к нему обращался король. А почему он к нему так обращался? Да это один из его ближайших советников. То есть этот карлик, в принципе, был одним из, условно говоря, министров, который давал советы королю, у которого с королем были очень теплые, конкретные деловые отношения. То есть это не тот карлик или не тот шут, который исключительно смешит, хотя и такие были. Я не помню, сказал вам или не сказал, 500 человек, 500 карликов. То есть среди всей этой посуды, мебели, 500 карликов, которые жили во всех королевских резиденциях. То есть король приезжал там в Сеговию, там, в Алькасар, там свои карлики, он всех их знал, со всеми дружил с детства. Кстати, это очень важно. Это те, кто составляли будущему королю, составляли инфанту, в принципе, компанию для детских игр, потому что другие люди к этому ребенку не допускались, но к нему допускались люди маленького роста. И он мог с ними играть. И, в принципе, уму-разуму испанские короли учились у этих людей, которые, конечно, были значительно старше. Это веласкесовский Марс. То есть, в принципе, это фантазия. Но ты, когда смотришь на эту фантазию, ты понимаешь, что это капитан Алатриста. Потому что, во всяком случае, это очень похоже. Это очень реалистично. И это Марс, который, по всей видимости, в какой-то момент задумался о своих сложных взаимоотношениях с Венерой, понимая, что вместе они быть не смогут, потому что развод ей Гефест, конечно же, не даст. У него здесь совершенно шикарные такие вот усы, нечто среднее между Шевченко и Бисмарком. И совершенно потрясающая живопись. Вы понимаете, то, как пишет Веласкес, я вам не сказал еще одну очень интересную вещь, здесь, кстати, не видно, но это находится вот в этом месте. Среди художников этого времени принято изображать маленький листочек бумаги где-нибудь в углу картины, где было написано, во-первых, кто автор, что здесь изображено. Там мог быть целый текст. Первым художником, который сказал, что ничего я никому объяснять не буду, кто не поймет, сам дурак. Напишу просто, как меня зовут. И он писал на этом листочке, он писал только свое имя и фамилию. Это был Эль Греко. Мало того, он не писал там Эль Греко. Он писал там Доминикус Теотокополос, потому что он у нас крита, ему казалось, что так все-таки интереснее. Веласкес делает вообще потрясающую вещь. Единственная у него вот такая вот бумажечка, на которой он там что-то написал. Он написал ее в Италии на портрете папы Памфили, которого я уже сегодня вспоминал, Иннокентия X, где он написал, что я художник такой-то, приехавший из Испании в Рим, от короля Филиппа IV ко двору его святейшества, написал его портрет и трали-вали. И это, в принципе, естественно, да, ты приехал черт знает откуда, в центр христианского мира, поэтому ты вот это все написал. Все, что он пишет в Испании, он нам с вами там рисует вот этот вот клочок бумаги, но он пустой. Он не пишет там ничего. Почему он этого не делает? Вы знаете, наверное, он все про себя понимал. Он знал такую интересную вещь, что каждый мазок на его картине, на его холсте – это лучшая подпись,
которая уже не требует ничего другого, потому что кроме Веласкеса так не может никто. И это таки правда. Ну, это совершенно волшебная вещь. Это Аполлон приходит в мастерскую к Гефесту, вот мужу Венеры как раз. И Аполлон приходит для того, чтобы... Это пишет Веласкес для своего короля, потому что короля тоже надо иногда веселить. Он пишет рассказать о том, что Гефест, твоя жена изменяет тебе с Марсом, для которого ты сейчас вот делаешь вот эти вот доспехи. И вы знаете, здесь надо рассматривать лица этих людей, которые слушают Аполлона. Во-первых, этот карапуз, конечно, пузатый, который приходит, этот пальчик, да, и он пытается как бы учить людей жизни. Вот это вот у нас Гефест, у которого на лице написаны все чувства, которые он испытывает при этом. Ну и Веласкес один из первых, который очень много работает с обнаженным телом. Ну, мужское обнаженное тело как бы никого этим не удивишь, но раньше, в принципе, как бы в европейском искусстве голым изображали Христа, святой Себастьян, который тоже всегда изображался обнаженным, и Адам. Все. Все остальные так или иначе были одеты. Но вот Веласкес позволяет себе как бы уже мужчин раздевать еще больше, а в Лондоне висит его знаменитая Венера перед зеркалом, которую называют вообще первым изображением в испанском искусстве обнаженной женщины, но правда со спины. Но совершенно невероятно красивейшая вещь, которую я тоже очень люблю. А вот это тоже мифология, это тоже Овидий. Это история про Меркурия и Аргуса. Зевс, который, как вы знаете, со сладострастием изменял своей жене Гере, представителями обоих полов. Он влюбился в Ио, у них была уже недозволенная связь, и разгневанная Гера, она превращает в Ио в белую корову. И эту белую корову она призывает Аргуса. Аргус – это у нас великан тысячеглазый, который, даже если у него какие-то глаза спят, остальные не дремлют, то есть это идеальный сторож. Он будет сторожить эту белую корову. А Зевс посылает своего сына Меркурия, чтобы тот все-таки усыпил как бы Аргуса, прирезал его, значит, и вернул Зевсу его возлюбленную Ио. Хотя бы даже белой коровой, ну как бы у Зевса как бы и с коровами были прекрасные отношения в принципе. И посмотрите, что творит Веласкес. Какой Аргус, какой Меркурий? Это сиеста. Это середина дня в Испании, когда жарко, когда никто не работает, когда много лет, 30 лет назад я попал в Испанию, у меня закончились сигареты, было где-то 12, полдень, да. Я забегаю там в первую же, значит, лавку, где продают сигареты, там, значит, прилавочек, за этим прилавочком, вот я никогда этого не забуду, вот так вот рука, и дедушка такой седой, как бы он сидит за этим прилавочком, а там же этот звоночек. Я, как ненормальный, в этот звоночек дзынь. Он проснулся и говорит: дедушка, мне бы сигареты. Он посмотрел на меня как на идиота, конечно, он сигареты мне продал, но это был мой первый день в Испании, и мне в этот же вечер мне рассказали, что ты больше так не делай. Потому что у людей сиеста, то есть у тебя сигареты, нет у тебя. Я говорю: подождите, но магазин же открыт. Да, он открыт. Все должны видеть, что Хорхе работает. Но у него сиеста. В Испании сиеста, то есть в Испании две святые вещи. Месса в воскресенье и сиеста как бы в каждый день. Вот, Веласкес нам пишет вот такую вот тягучую, медовую усталость. Это, вот ровно про это. Какие 1000 глаз! Посмотрите на этого Аргуса. Посмотрите на этого Меркурия. Кто там собирается его усыплять? Как бы он и так спит, в принципе. Кстати, к корове Веласкес, относится вообще наплевательски. Она где-то там, на заднем плане, потому что это не про нее. И вы понимаете, я чувствую, как Филипп IV хохотал, глядя на вот это. От счастья, что у него вот это есть. Потому что это, опять-таки, Веласкеса надо смотреть вживую. Ни одна репродукция, даже в самом лучшем разрешении, не даст вам этого представления. Потому что, видите, вот эти волосы? Вот они написаны, он взял вот такую кисть, и он сделал вот так. А потом он взял эту же кисть, обмакнул ее в белило с чем-то, и так... И тут появился вот этот блик на волосах, которые давно уже никто не мыл, а хорошо бы уже это сделать. То же самое касается ног, рук, как он работает с кистями. Вот когда ты художник, когда ты все про это знаешь,
когда тебя драконили как бы всю твою юность на то, чтобы ты умел это все изобразить, и ты понимаешь, до какой степени это сложно, и сколько времени надо на это убить, ты подходишь к работам Веласкеса, а там и все. Все есть. Все сделал. Это одна из любимейших, моих любимейших тоже его работ. Это пряхи, опять же, снято прямо там, обратите внимание на раму. Ну, а это уже как бы вот, чтобы вам было удобно на нее смотреть. Лоренцо Валла, итальянский футурист, приезжает в начале 20 века, смотрит на эту картину и говорит: блин, мы футуристы, мы пытаемся изобразить машины, всякие шестеренки, какие-то сложные механизмы, изобразить, что они вертятся, крутятся, как бы шарики шевелятся, как говорил Райкин, да? А Веласкес в 17 веке бац-бац, и колесо веретена аж бегом крутится. И ты там стоишь, и ты слышишь, как оно крутится. Я не буду вам долго рассказывать про то, что здесь изображено. Это очень сложная как бы история о споре Афины и Арахны. Связано это, безусловно, с тем, что Арахна как бы лучшая ткачиха из всех, и Афина сказала: ага, сейчас. Но ко всему прочему здесь, и, кстати говоря, это единственное, что нам говорит, что это вот про вот эту историю, это то, что почему-то вот здесь вот стоит женщина в мужском шлеме на голове. Конкретная каска. А там, в принципе, происходит не что иное, как покупателям показывают гобелены. То есть мы с вами на гобеленовой мануфактуре. Какая Арахна, какая Афина? Это абсолютный реализм, это наше время, как бы говорит нам Веласкес. Мне интересно это писать, как люди работают. То есть одна из вообще первых картин, которая посвящена труду самых обычных людей. Не охоте аристократов, а чему-то, что тогда многие считали абсолютно низменным. А для Веласкеса это потрясающе интересно все вот это изобразить. И опять же, это живопись, на которую надо смотреть вживую. Поэтому умоляю, у кого есть возможность, едьте в Мадрид, в Прадо и на Веласкеса смотрите вживую, потому что, вы знаете, опять же, скажу очень субъективную вещь. Никто, ни один рядом с ним вообще никак. Долго и никого нет. Потом кирпичная стена, за ней сидят все остальные. Самый прекрасный, самый потрясающий Альбрехт Дюрер. Почему я вам его показываю? Во-первых, он в Прадо. Что он делает в Прадо? Филипп IV был тем королем, ко двору которого однажды прискакал будущий английский король Чарльз I, тогда еще принц Уэльский, в сопровождении своего друга Джорджа Вильерса, он же первый герцог Бекингем. Вот они вдвоем на лошадях, то есть, вообще Мадрид был шокирован, то есть, так не принято как бы. Они прискакали для того, чтобы просить руки и сердца испанской инфанты, сестры Филиппа IV. То есть двор в растерянности. То есть как принять, сидя, лежа, стоя? То есть что происходит? То есть из Англии, из враждебной Англии, то есть между Испанией и Англией в это время очень натянутые отношения. И их не принимают очень долго, потому что двор реально не может понять, как принимать. Протокола нету. Была очень смешная история, когда Петр Иванович Потемкин при царе Федоре Алексеевиче, если не ошибаюсь, который был перед Петром I, он приезжает в качестве посла в Испанию. До этого послов московского царя как бы в Испании не было никогда. И испанцы не понимают, как принимать. И они принимают по протоколу приема турецких послов. Ничего, как бы приняли нормально. А потом была очень смешная история. Один из испанских художников тогда же написал портрет этого самого Петра Ивановича Потемкина. Он, кстати, тоже висит в Прадо. И там очень долго, и над этим хохотали абсолютно все всегда. Там висел этот портрет Потемкина, где было написано: портрет посла Ивановича. Причем испанцам говорили, что, вы знаете, он Иванович по отчеству, как бы он на самом деле Петр, как бы фамилия Потемкин. Дело в том, что, знаете, испанцы, они и сидят медленно иногда. На самом деле, вот я когда учил испанский язык, я приходил и рассказывал Юре о том, что, ой, ты знаешь, это вообще потрясающе, как бы у них, чем ты невнятнее говоришь, тем лучше. Я понял простую вещь, что единственный медицинский специалист, который невозможен в Испании, это логопед. Потому что настоящий испанец, он говорит вот так вот. То есть он неочевидно произносит все звуки. Если ты ничего не понял, ты сам виноват, в принципе. Как появился Дюрер?
Карл, принц Уэльский, из Испании уехал без невесты. Он был принят при дворе, его выслушали, покрутили пальцем у виска, сказали, что сие невозможно по одной простой причине. Ты примешь, мальчик, католицизм? А вы же помните, король Англии, он защитник веры протестантской. Он говорит, ну нет, конечно, как я могу, я ж... Ну вот, а девочка у нас католичка, поэтому брак невозможен. Gracias a Dios. И, значит, мальчики уезжают. Но, вы понимаете, Чарльз I, он же Карл I, это тот самый король, которому в британскую революцию в 1649 году отрубят голову, его собственный народ, да, это первый беспрецедентный случай. Вот он в Испании от Филиппа IV заразился вот этой страстью к собирательству. И он начинает собирать искусство. И у него при дворе работает человек, которого вы хорошо знаете, наверняка, Антонис ван Дейк, голландский живописец, который долго работал с Рубенсом, пока Рубенс не понял, что ему подрос конкурент и не выпихнул его на Британские острова. И Карл I действительно собирает живопись. И собрал так прилично. И когда его казнили, то Филипп IV был тем королем, который очень многое выкупил из английской королевской коллекции. И, собственно, так Дюрер попал в Испанию и оказался в Прадо. А это его знаменитый портрет 1498 года, где наш красавчик, у которого, кстати, были абсолютно прямые волосы, а то, что вы видите вот сейчас, это то, о чем ему писал один из его заказчиков, что, дорогой Альбрехт, пожалуйста, закончите в конце концов мой заказ, прекратите полдня завивать свои волосы, а займитесь в конце концов работой. Да, Альбрехт их завивал, и здесь интересно то, что это уже после его первой итальянской поездки, где он ощутил себя сеньором, потому что кто такой художник в Германии, в Нюрнберге? Ну, точно такой же ремесленник, как сапожник, как кожевенник, кузнец и так далее. Да, уважаемый человек, конечно, может состоять в городском совете, но это просто ремесленник, такой же, как все остальные. В Италии нет. В Италии художник это вообще отдельное какое-то существо. И он всего вот этого понабрался там, и он приезжает к себе в Германию, смотрите, что он пишет. Он пишет себя в перчатках. Потому что он не про ремесло. Он не про то, что взял кисточку, развел краску и вот это все вам нарисовал. Он перед этим еще полжизни думал о том, чтобы это все изобразить, потому что творчество рождается здесь. А то, что вы видите, это всего лишь следствие мастерства. Ну, Дюрер, конечно, был прекрасным пиарщиком, надо отдать ему должное, и мы с вами приходим к Босху. В отличие от Веласкеса, Босха не обязательно смотреть в оригинале. Вот вообще, поверьте, не обязательно 2 часа стоять перед садом земных наслаждений в Прадо, потому что там толпятся китайцы, японцы, там толпятся все. Они все это фотографируют, они раздвигают камеру, чтобы все это запечатлеть. Послушайте, в интернете это все есть в таком гигантском качестве. Сам Босх не видел своих работ в таком сумасшедшем разрешении, в котором мы сегодня можем все это рассмотреть. И это правда очень интересно. Но если уж вы попали в Прадо, то пусть ваше сознание, ваш ум и тело скажут, ну да, мы увидели Босха, вот он, пошли дальше. А это мы посмотрим все действительно в интернете в хорошем разрешении. Но, конечно же, это счастье. Счастье, когда так много Босха в одном и том же месте, учитывая, что Босха в принципе осталось мало. Я вам покажу всего лишь 2 босховских алтаря. Но по Босху есть прекрасная лекция у нас на канале, не хочу повторяться, поэтому как-нибудь по возможности зайдите, послушайте. Это очень интересно, потому что действительно один из самых интереснейших художников. Он на самом деле, конечно, никакой не Иероним Босх, он Ерун ван Акен. Он родом из города Хертогенбос, то есть герцогский лес. И он берет себе этот псевдоним Босх-Босс. И в результате в какой-то момент начинает подписывать свои картины на латыни. И там даже иногда есть подпись Иероним Босх. Ну и как и положено на хорошем босховском алтаре. То есть у нас здесь обязательно Адам с Евой. Вот это моя любимая часть из книги «Бытия», где Господь говорит Адаму: «Адам, познакомься, Ева, выбирай себе жену».
Дальше здесь наверху, ну потому что, ну это ж рай, вы понимаете, здесь все хорошо, здесь все животные дружат, там вот это вот перемирие, как у Киплинга в Маугли, помните, когда все высохло, там никто ни на кого не нападает, там все дружат, все как положено. С правой стороны у нас ад. Вам видно, не видно? В данном случае вот в саду земных наслаждений, опять же, название «Сад земных наслаждений». Мы не знаем, как назывался этот алтарь. Это название, которое эта вещь получила в самом начале 20 века. Здесь у нас музыкальный ад. Здесь сплошные музыкальные инструменты. Сразу невольно вспоминается тот знаменитый анекдот, когда человека, который у себя в замке как бы собрал все орудия пыток всех времен и народов, и так получилось, что у него в гостях оказался там какой-то музыкант, и он сказал, а среди этих орудий есть рояль? Он говорит, нет, ну, значит, вас не учили в детстве, не учили музыке. Здесь абсолютно музыкальный ад, и это надо рассматривать, потому что флейты, смычки вставлены в такие невообразимые места несчастным грешникам, что это, конечно, надо видеть. Ну и не исключено, вот эта вот наваха торчащая, нож, так на секундочку, из вот этих вот двух ушей, которые вот так вот рядышком, и нос, значит, из них торчит, которые вообще как бы намекают, извините, на какие-то фаллические символы. Здесь какой-то очень странный ресторанчик, вот в каком-то таком вот странном чудовище, у которого, значит, в крупе сделана дырка, и там пируют люди. Причем у этого чудовища на голове здесь всякие бесенята играют на волынке, а волынка у нас тоже, между прочим, как бы один из символов мужских половых органов. И здесь же у нас есть личико, которое, ну, как принято считать, не исключено, что это автопортрет художника. Такое может быть. Вот. В центре у нас здесь, я это называю гидропарк. Я понимаю, что так нельзя, но мне это очень сильно напоминает. Здесь совершенно невероятная готическая архитектура всех вот этих колб. И здесь везде внутри, в самом невозможном месте сидит сова. У Босха всегда нет такой картины, чтобы там не было дупла или дырки какой-то, или отверстия, или чего-то еще, и там сидит сова. Сова у него сидит обязательно. Мы уже как-то даже с друзьями смеялись, что, возможно, он знал французский и знал, что сова – это все хорошо. Типа сова, все хорошо. Здесь же, значит, у нас, по всей видимости, очень модная в то время игра, когда девушки, которые, они здесь, да, здесь все обнаженные. Не исключено, что это мы видим человечество, какое бы оно было бы, если бы не было грехопадения. То есть не съели яблоко, после которого человек стал понимать, что хорошо, что плохо, отличать добро от зла, стремиться к знаниям, которые как бы не нужны человеку на самом деле, потому что живи и наслаждайся. Вот. Этот гидропарк про то, что могло бы быть, если бы ничего вот этого не было. И здесь, конечно, очаровательные игры. Вот эти вот девушки из бассейна, они должны оттуда, по-моему, бросать яблоки, а юноши, которые вот тут вот, значит, на вот этих вот лошадках ездят все время кругом этих девушек, значит, кто поймает это яблочко, того поцелуют. Ну, или как-то так. Здесь интересно то, что, по всей видимости, это такой идеальный мир, в котором даже единороги ведут себя идеально. Потому что здесь вот в этой толпе, они там и на свиньях ездят, и на коровах. Но там есть пацаны, которые ездят на единороге. Ну, мы с вами люди образованные, мы знаем, что impossible. То есть единорог дается только девушке, и то как бы девственнице. То есть какой юноша вообще, он опасен, потому что вот этот вот рог как бы проткнет и долго думать как бы не будет. А здесь вот такие вот единороги. То есть вещь волшебная. Я вам очень рекомендую. Если вы только на секундочку у себя на мониторах это откроете в хорошем разрешении и начнете там лазить, поверьте, у вас на это уйдет весь вечер и вся ночь. Ну и его же сток сена, который, ну, в принципе, тоже, конечно, о том же, тоже о человечестве. И это на тему, по всей видимости, старой нидерландской поговорки, которая связана с тем, что, ну, желательно как бы вовремя из стога сена достать свою соломинку, которая будет и твоей судьбой, и твоей удачей, всем, что связано с тем, что тебе предначертано как бы жизнью. Ну и это тоже, конечно, надо рассматривать, потому что здесь счастливые люди, естественно, двое влюбленных, которые здесь, один играет на мандолине, другая поет, у нее здесь ноты, еще двое влюбленных, которые обнимаются. Сова,
Наверху, конечно же, Господь. Здесь совершенно невозможный какой-то дьявол, который говорит влюбленным так: давайте, хватит это вот играть, петь, давайте, начинайте заниматься более серьезными вещами. Они такие: нет, мы будем играть и петь, потому что это тоже интересно. Внизу люди, которые пытаются взобраться вот туда, вот они тоже, значит, хотят достичь вот этого блаженства. Причем здесь внизу там король с императором. Здесь, кстати, портретное изображение папы Александра VI, он же Родриго Борджа, он же, кстати, испанец по происхождению, он из Арагона. Причем люди попадают под колеса, там, кого-то рыба там почти наполовину проглотила. Опять же, это тоже надо все рассматривать в хорошем разрешении, как бы такие возможности сегодня в интернете есть. И вообще Боск совершенно прекрасен. Если интересно, опять-таки, у нас с Юрой на канале чудесная о нем лекция. Ну и, конечно же, в Прадо полно Эль Греко. И вот то, что вы видите сейчас, это эль-грековское поклонение пастухов, которые пришли к Мадонне, потому что им голос был от ангелов, что родился царь иудейский. И вот, собственно говоря, они пришли ему поклониться. И есть версия, что вот это вот автопортрет самого Эль Греко, а у нас, как бы, в принципе-то автопортрета-то его и нет. Мы можем только догадываться, это он или не он. Есть еще одна голова на погребении графа Аргаса в Толедо, где тоже принято считать, что это голова Эль Греко, но это вовсе как бы не обязательно. Ну и вот такая вот совершенно потрясающая вещь. Эль-грековских вещей там очень много. Ну, опять же, по Эль Греко у нас тоже есть большая лекция, поэтому не хочу сейчас тратить на это время. Эль Греко тоже один из самых смелых художников своего времени. Когда ты понимаешь, что это написано в начале 17 века, что это, ну, как бы отстоит от символизма конца 19 века и живописи начала 20 века на несколько веков, то, ну, как бы тебя, конечно, этим накрывает. Эль Греко совершенно невероятный художник. Гойя – это еще одно имя, которое очень широко представлено в Прадо, и Гойи в Прадо много. Ну и я сейчас буду говорить, наверное, вещи, которые, может быть, кого-то из вас шокируют, но вот этот портрет герцога Осуна и его семьи, который Гойя пишет в 1788 году, это пишет художник, который, наверное, никогда не был бы интересен такому человеку, как я, потому что я здесь вижу полную неумелость, я здесь вижу незнание анатомии, я здесь вижу плохой вкус, невладение масляной живописью, то есть это плохой художник. Только плохой художник может вот такое наизображать. Какого лешего, как бы ему заплатили за это сумасшедшие деньги, и, в принципе, как бы у него были заказы, надо сказать, я, честно говоря, не понимаю. Потому что в Харьковском художественном училище его бы не перевели на второй курс с вот такой вот работой в конце года. Совершенно кошмарные дети, все одинаковые, все с вот такими глазами удивленными. Что происходит, знаете? Это он же. Он каким-то чудом, опять же, совершенно непонятно каким, наверное, потому что в это время в Испании уже правит не Филипп VI Габсбург, у власти уже Бурбоны, да, у нас уже французская династия на престоле. И вот при Карле IV, сыне Карла III, Гойя создает вот такие вот эскизы для гобеленовой мануфактуры. То есть вот это картон, это эскиз, который переводится в технологию гобелена. И так делаются гобелены. Что здесь изображено? Про что это кино, как я говорю? Да? Что здесь изображено? Это махи. Махи и махо. Кто это такие? Никогда не забуду, как одна девушка у нас на экзамене в Академию художеств сказала, что маха – это простая уличная девушка. Ну, так ли это? Так. В принципе, это так. Вы знаете, это гопники. По большому счету. То есть это та часть населения, которая и заниматься как бы особенно ничем не хотела работать, то есть ничего не хотела, которая хотела все получить, как бы ничего для этого, почти ничего не прилагая. Либо прилагая для этого либо свои мускулы,
в случае мужчин, либо свое тело в случае женщин. То есть, ну, как бы вот у меня есть тело, значит, мне сейчас будут все давать вокруг деньги. Ну, что мне для этого надо сделать? Ну, кое-что мне для этого, конечно, надо сделать, в конце концов. И, собственно говоря, вот здесь вот Махо знакомится с Махой. Этимология слова, честно говоря, как бы никогда не интересовался, что и почему именно так. Но известно, что в древнегреческом языке Махе – это битва. Собственно говоря, от этого слова, я, по-моему, вам уже как-то говорил, да, что харьковские и киевские гимназисты до революции придумали слово «махач». То есть такая драка между гимназистами. Вот. Не исключено, что слово «маха» тоже происходит от чего-то такого, потому что подраться они любили. Мало того, закон о дуэлях на них не распространялся. Эти гопники, если это мужчины, они одевались крайне вызывающе, как правило, очень ярко. Они представляли себя невероятно сексуальными, невероятно мужественными. У них всегда из-под плаща торчала наваха, вот этот вот самый традиционный испанский кинжал. Женщины тоже. Это, как правило, вот такая вот униформа между барочной, извините, рококошной пастушкой и просто проституткой. Так они как бы выглядели. И знаете, что произошло потрясающе в испанском аристократическом обществе? Вся вот эта гопота, она невероятно модная. Ее в качестве изображений хотят иметь абсолютно все. Испанская аристократия, которая еще уже как бы с примесью французской крови, они говорят о том, что, боже, какие мы прекрасные испанцы, какие мы сильные, какие мы смелые, какие мы сексапильные. Посмотрите, как это все красиво, хотим такие гобелены. Ну и Гойя делает вот такие вот картоны для таких гобеленов, а испанские аристократы с удовольствием участвуют в маскарадах и карнавалах, где герцоги Альба и Сидония как бы переодеваются в мах и маха, и с удовольствием как бы их изображают на этих карнавалах. Принято считать, что маху обнаженную и маху одетую Гойя пишет со своей подруги и, возможно, возлюбленной герцогини Альба. Почему говорю «возможно»? В одном из американских музеев есть портрет Каэтаны Альварес де Толедо, герцогини Альба, которую пишет Гойя в костюме махи, потому что это модно. У нее на руке кольца на пальцах, и она этими пальцами, на которых кольца, показывает, причем, по-моему, мизинцем, показывает вниз на землю, а на земле, на песке написано пальчиком «Соло Гойя», только Гойя, как бы намекая на их отношения между ними. И все бы было хорошо, если бы современное искусствоведение руками реставраторов не обнаружило, что вот эта надпись на песке была сделана в начале 20 века там же, в Соединенных Штатах. Скорее всего, для того, чтобы привлечь внимание к музею, естественно, кстати, к абсолютно третьеразрядному портрету герцогини Альбы. Опять же, вот честно, мне непонятно, что в нем нашла эта женщина. Как художник он никакевич вообще. Но при этом он создает вот такие портреты, прекрасные по живописи, чудесные по живописи. Но он пишет ни в коем случае не герцогиню Альба. Эти картины создаются по заказу принца Годоя. Мануэль Годой, он у нас на все руки мастер, он премьер-министр Испании, он генералиссимус и фельдмаршал, но самое главное, он любовник королевы. Причем как бы король знает о том, что он любовник, он дружит с Годоем, потому что Годой умница, как бы он в принципе выполняет королевскую работу. Король может в это время прекрасно охотиться в Вальядолиде, например, и не заморачиваться государственными делами, тем более, что все очень запущено и сложно, и только Годой может с этим разобраться. А то, что он спит с королевой, ну, послушайте, ну, у нас у всех есть какие-то недостатки, в конце концов. То есть это нормально. И Годой заказывает Гойе портрет своей содержанки. И вот эти две картины, они висели в апартаментах Годоя. Но портреты прекрасные, должен сказать. Как бы здесь вот художник уже как Гойя, как художник выступает во всей красе. Почему, на мой взгляд, это случилось? Что случилось? Почему такой квантовый скачок между вот тем неумехой, который пишет портрет вот того герцога с его семьей и кошмарными детьми, и вот что произошло между вот той вещью и вот этими работами? В 1793 году Гойя переносит болезнь, которая на сегодняшний день как бы никак не опознана, не описана, никто до конца не знает, что это было.
Но известно, что закончилось это все тем, что он болел очень долго, очень тяжело, он болел там в районе 5 лет. Все это заканчивается тем, что он в конце концов выздоровел, но, правда, он навсегда оглох. Слышал он очень плохо, но учитывая, что, ну и что? Он же как бы писал-то, собственно говоря, глазами, мозгом и руками, да, но не слышит, ничего страшного. Бетховен справлялся с глухотой, создавая гениальные вещи. Но дело в том, что после этой своей болезни Гойя меняется как художник. Он делает совершенно другие вещи. Такое ощущение, что за годы этой болезни он чего-то насмотрелся, чему-то научился. В результате мы имеем гения всех времен и народов и просто поразительно, как будто человека подменили. То есть случился именно вот такой вот квантовый скачок. Вы знаете, такое случилось у Рафаэля. На самом деле, ты когда смотришь ретроспективно творчество Рафаэля, ты видишь, что в самом начале XVI века, боже мой, какой кошмар. Ни вкуса, ни руки, ни живописи, ничего. А потом вдруг резко за считанные годы появляется все. Вот что-то случилось, какое-то сатори случилось с Гойей. И опять же, фотография из Прадо, где фотографировать нельзя, это портрет. Он работает уже, как бы он пошел на повышение после своей болезни. Он не только уже директор мануфактур, которые выпускают гобелены для королевского двора, и делает не только как бы картоны, но еще всем этим руководит, он еще и главный придворный художник короля. И он пишет портрет семьи короля Карла IV и вот всех его домочадцев, ну вот так, чтобы вам было лучше видно. Вы знаете, кто-то из хранителей музея Прадо очень хорошо сказал об этой картине, что это семья бакалейщика, которая выиграла в лотерею. Ну и, конечно, что здесь особенно смешно, вы же понимаете, Гойя входит в диалог с Веласкесом, с его Лас Менинос. Почему? Потому что, смотрите, кто у нас здесь? У нас здесь холст, и у нас здесь сам Гойя. И вообще, и еще, что поразительно в этой вещи. Ну, Мария Луиза Пармская, вот она, королева. Вы знаете, она была очень хороша в юности. Есть ее портреты, как бы, где она девушка, вот, ну, как бы я видел, ну, вот такая, очень-очень хороша собой. Что потом случилось? То есть, ну, вот что с ней сделали годы, во время, когда, ну, вообще нет никаких пластических возможностей что-либо изменить, там что-то куда-то подтянуть, куда-то там что-то вколоть, то есть ничего вот этого нету, ну, нет, магия доступна, но она почему-то не работает. А еще в Испании иногда за это могут сжигать, потому что инквизиция продолжает, кстати, работать. Вот, кстати, вот, эта счастливая женщина дружила телами с принцем Годоем. И как бы, ну, король как бы всем этим был очень доволен. Здесь на этом портрете интересно вот что. Понимаете, Гойя изображает абсолютно банальных, ничем не выразительных, скучных, неинтересных людей. Они ж все не идиоты. Они же это видят. Что он их изображает такими, какие они есть. Он ни секундочки не пытается льстить. И вы понимаете, они с этим согласны. То есть, по всей видимости, не так глупы были эти люди. Наверное, как бы они были согласны с тем, что, природа такая, что ж тут поделаешь. Никогда не забуду, как наш гениальный фотограф Саша Петько, который когда-то на Сумской делал фотографии на паспорт, и мы с Таней Бабиной там в самом начале 90-х прибежали срочно, у нас горит виза, Саша, пожалуйста, сними, сфотографируй нас на загранпаспорт, на визу, Саша это делает, и нам надо все через час. Ну хорошо, мы приходим через час, и мы там такие с Таней. И мы говорим: Саша, кто это сделал? Он: природа. По всей видимости, эти люди тоже понимали, что Гойя не виноват. Это природа. И здесь вот еще что. Смотрите, вот у нас здесь стоит принц астурийский Фернандо. Это тот самый Фердинанд VII, который, когда станет королем испанским, откроет музей Прадо. Мы с вами, в принципе, с него начали. Рядом с ним стоит девушка, которую он держит за руку. Вы видите, что эта девушка, она от нас отвернулась. А знаете почему? Испанский двор в это время ведет переговоры с 3 королевскими семьями про невесту для мальчика. И решение долго не было принято. И решили написать пока так, а потом принцесску добавим.
Ну, по всей видимости, где-то что-то не пошло. А не пошло что? Ну, не пошло, конечно, французское вторжение. То есть уже было не до этого, и по всей видимости, а это же написано до французской аннексии Испании, и ну, потом, по всей видимости, об этом просто как бы тупо забыли. Ну, картина, ну, висела и висела, ну, не написали никого и не написали. Гойя был занят совершенно другими вещами. Дивная совершенно вещь, когда ты знаешь, что это портрет вот той самой его подруги и как бы возлюбленной герцогини Альбы. Вот она. Эта картина называется «Старость и юность». Гойя нам показывает старость, но юность он нам не показывает. То есть мы видим шикарную гриву волос этой женщины. Известно, что да, у нее были совершенно потрясающие волосы, с которыми невозможно было сладить. Она, наверное, единственная великосветская дама в Испании, которая не городила себе никаких причесок, потому что вот это из этого всего что-то сделать, что как бы держалось и не падало, было просто невозможно, стричься она просто не хотела. И вот эта вот молодая девушка, она завязывает чепчик у этой бабушки, которая вот замахивается на нее лорнетом. Ну вот такие вот вещи Гойя творит. А вот что Гойя делает во время французской оккупации. Эта вещь называется колосс. И мы не знаем, что он здесь изображает. То есть мы до конца не понимаем. То есть этот великан, это те французы, которые пришли завоевать Испанию. Или этот великан – это испанцы, которые сопротивляются французам. А здесь у нас великий исход. Здесь у нас люди, которые бегут от войны. Со всем своим скарбом, с коровами, с телегами. Совсем на свете. Вещь страшная. Особенно для нас сегодняшних, которые пережили очень многое из этого. Но, знаете, Ортега и Гассет, он пишет о Гойе такую интересную вещь. Он говорит, что Гойя свои сюжеты, он их не рассказывает, он их бормочет. И сквозь это бормотание их еще надо услышать. Ну, от этого он, наверное, становится еще более великим и интересным, потому что никто вам не обещал объяснить прям все. Это восстание в Мадриде 2 мая 1808 года. Французы уже захватили Испанию, уже взяли Мадрид. На испанском престоле уже подвинули испанских королей. На испанском престоле уже Жозеф Бонапарт. И 2 мая из королевского дворца пытаются перевести в другое место младшего сына испанского короля Карла IV, которого зовут Франсиско. Это совсем еще ребенок, совсем мальчик. И его перевозят французы, а французы у нас. Здесь как бы и гренадеры, которые вот там вот сзади, а впереди это гвардия мамилюков. Дело в том, что Наполеон из Египта привез целый корпус мамилюков или мамлюков, правильно и так говорить. То есть это египтяне, это арабы, по сути, да, на службе у Наполеона. Известно, что, насколько я знаю, он был арабского происхождения, то есть армянского происхождения, этот мамилюк, звали его Рустам. Он служил Наполеону, в принципе, до самого отречения и был очень верен и предан. То есть они служат в французской армии. Вот они перевозят этого принца. А для испанцев вот эта вот тема арабов, вы же понимаете, что случилась реконкиста в испанской истории в конце 15 века. Это то, с чем мы с вами сегодня начали. Католические короли изгнали последних арабов, и тут вдруг, опять же, этих людей, то есть эту же культуру испанцы видят на улицах своего города. Поднимается, естественно, восстание, и Гойя пишет картину именно на эту тему. Уже эту картину он пишет в 1814 году, когда французы уже изгнаны, когда из Испании бежал Жозеф Бонапарт, и вот-вот должен вернуться король Фердинанд VII, его отец Карл IV, которого мы с вами только что видели на групповом портрете, он уже умер к этому времени. Ну и к приезду короля, как бы в качестве такого вот комплимента, значит, Гойю попросили написать вот эту картину, он ее пишет, и здесь, конечно, очень много крови, эта кровь усилена еще вот этими красными штанами. Здесь, ну это страшно, конечно, смотреть, потому что, ну вот проще говоря, да, вы видите, что в лопатку этой лошади, как бы, вот этот вот человек, как бы он всаживает свой кинжал, и эти люди, которые вот здесь вот внизу, и опять-таки красные штаны, это тоже про кровь. Ну и а восстание это закончилось на следующий день. Это расстрел повстанцев 3 мая 1808 года. Это тоже одна из культовых вещей Гойи, совершенно гениальная, где
он написал своего Христа. Вот этот вот испанец в белой рубашке с вот так вот поднятыми руками, которые как бы готовы быть пригвожденными к мученическому кресту, это, собственно говоря, про это. То есть здесь два мира. Мир машины убийства и войны, и мир абсолютно человеческий. На фоне реального мадридского пейзажа. Современники не без слез не могли смотреть на эти картины. До такой степени как бы это было близко, и люди это, естественно, пережили, поэтому как бы они понимали то, что они видели. В конце жизни Гойя уходит в добровольное изгнание, он уже очень богатый человек, он может себе это позволить, он покупает недалеко от Мадрида небольшое имение, которое он называет «Приют глухого», в котором он живет, и в котором на стенах он пишет вот такие вот картины. Они так и называются черные картины. Вы наверняка видели самую известную из них, где Сатурн поедает своих детей. Я как бы ее здесь вам не показываю, потому что нефиг такое смотреть на ночь. А этот человек среди всего этого жил. То есть двухэтажный дом, и в этом двухэтажном доме, вот он весь, как бы и первый, и второй этаж, вот он заполнен такими картинами, которые я вам сейчас буду показывать. Эти картины тоже имеют очень условные названия, как, например, вот этот шабаш или черный козел. Мы не знаем, про что здесь. Мы понимаем только то, что Гойя, по всей видимости, очень разочарован в людях. Наверное, люди ему нравятся не сильно, и сам себе он нравится не сильно. И он среди всего этого живет. И вы понимаете, здесь мы уже видим того Гойю, который опередил живопись на целое столетие. Потому что вся эта экспрессия, весь этот символизм, они появятся на самом деле в искусстве только через 100 лет, не говоря уже о манере живописи, в которой он все вот это делает. И когда ты понимаешь, что это один и тот же человек, который писал вот ту вот пошлятину с махами как бы в парке, или портрет этого герцога с детьми, который пишет вот это один и тот же человек. Ну вот это вот возвращение с паломничества к Сан-Исидоро. Святой Исидор – покровитель Мадрида, один из покровителей Испании. И смотрите, это возвращение с паломничества. То есть это мы не в паломничество идем, да, чтобы поклониться там святому, а мы уже оттуда возвращаемся. То есть мы уже отмолили все. Уже все хорошо. Вы видите, кто идет впереди? Парень с гитарой. Им тут всем уже хорошо, им весело. При этом как бы картина все равно остается черной. Потому что самому Гойе не весело. Это, пожалуй, одна из самых странных гоевских работ. Ее, опять-таки, условно называют «голова собаки». То есть здесь, вот там, вот в самом низу, вот видите, здесь как бы, что-то, здесь что-то, какой-то барьер, какая-то граница, то есть, какое-то препятствие. За ним находится голова собаки, которая куда-то смотрит. Сзади фон. До Мунка еще 100 лет. Что Гойя хотел этим сказать? Что это за сюжет? Про что это? Мы не знаем, он писал это для себя. И как бы, чтобы совсем нам грустно не было, уже в Бордо он вынужден покинуть Испанию. Он уезжает в Бордо, последние годы своей жизни он проводит там, во Франции. Он в Бордо пишет племянницу своей домработницы, которая, картина эта называется просто «Портрет молочницы». И вы знаете, он уже посмеялся над нами на всю катушку. Мы уже его назвали юной бездарностью, он вырос в великого художника. Он уже нам показал чудеса символизма и вообще современной живописи. И чтобы, знаете, уже окончательно припечатать, такой контрольный выстрел в голову. Ренуар. Гойя в начале XIX века, в 1824 году, нам пишет картину в той манере, в тех цветах, в тех красках, тем же любимым приемом дивизионистов и импрессионистов, вот этими
коротенькими мазочками он пишет этот совершенно прелестный портрет, который живой, улыбающийся, счастливый. И совершенно потрясающе именно то, что это одна из последних работ, которые он написал, поэтому очень хочется верить, что этот великий и несчастный человек все-таки закончил свою жизнь хоть чуточку, хоть немножечко счастливым, хоть там, на юге Франции, в Бордо, где он имел возможность писать такие картины. Ну и вот я хочу закончить с Прадо на сегодня. Я, конечно, нам всем искренне желаю иметь возможность как можно быстрее смотреть музеи по всему миру, и прежде всего Прадо, потому что, будучи честным до конца, скажу вам, что это мой самый любимый музей на сегодняшний день.